Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Вы когда-нибудь задумывались, что, возможно, вы гораздо более привлекательны, чем себе представляете? Часто мужчины проводят всю свою жизнь, не замечая сигналов, которые подают женщины. Пока вы думаете, что вы просто еще один парень, на самом деле вы можете быть объектом внимания и желания женщин, о которых даже не подозреваете. Но почему это происходит? Потому что мужчины, в отличие от женщин, имеют более ограниченное восприятие привлекательности. Женщины действуют тонко, и вместо того, чтобы говорить прямо, они показывают интерес с помощью сигналов, взглядов и жестов. Проблема в том, что вы этого не видите. Вы настолько сосредоточены на том, чего у вас нет, что не замечаете ценности, которую уже имеете. Если вы когда-либо замечали, что женщина долго смотрит на вас, касается вас и случайно, еле смеется над вашими шутками, даже если они не смешные, поздравляем, вы на правильном пути. Это не случайности, это явные признаки интереса. Проблема в том, что большинство мужчин не обращают на это внимания и теряют возможности. Сегодня я покажу вам основные признаки того, что вы более привлекательны, чем думаете. Если вы узнаете некоторые из них в своей жизни, значит, пора перестать себя недооценивать и начать видеть себя тем мужчиной, которым вы на самом деле являетесь. Но прежде чем мы начнем, поставьте лайк видео и подпишитесь на канал, потому что этот контент откроет вам глаза и изменит ваше восприятие самого себя. Номер 1. Она держит с вами длительный зрительный контакт. Если женщина смотрит вам в глаза дольше, чем обычно, будьте уверены, это не случайно. Женщины – мастеры в искусстве взгляда. Если она смотрит на вас и быстро отводит взгляд, это может быть признаком застенчивости. Но если взгляд задерживается, пусть даже на несколько секунд дольше, это явный сигнал интереса. Большинство мужчин этого не замечают и ведут себя так, как будто ничего не происходит. Это ошибка. Когда женщина сохраняет зрительный контакт, она испытывает вас, ожидая, что вы это заметите и предпримете что-то. Теперь не будьте тем парнем, который опускает взгляд или отводит глаза, будто боится. Если она смотрит, посмотрите в ответ. Но не устрашающе, а с уверенностью и легкой улыбкой. Это показывает, что вы контролируете ситуацию и понимаете игру. Женский взгляд – одно из самых мощных оружий соблазнения, и женщины умеют использовать его как никто другой. Поэтому, если вы не будете внимательны, упустите много возможностей. Обращайте внимание на это в барах, на вечеринках или даже на работе. Женщины смотрят на мужчину, который им нравится, и если она делает это более одного раза, друг мой, возможность уже стучится в вашу дверь. Номер 2. Она находит предлоги, чтобы прикоснуться к вам. Обратите внимание, женщина, которой вы не нравитесь, не будет прикасаться к вам. Все просто. Если она прикасается к вашей руке, касается вашей ладони или и случайно сталкивается с вами, можете быть уверены, это не случайность. Это один из самых прямых и легко заметных сигналов. Женщины знают силу прикосновения и используют его стратегически. Если она заинтересована, она будет искать возможности прикоснуться к вашей коже, проверить вашу реакцию и создать физическую связь. Это происходит в барах, на вечеринках, на работе и даже во время обычных встреч. Теперь, что вы не должны делать, так это игнорировать это. Если она коснулась вашей руки, ответьте прикосновением, но делайте это с тактом. Это создаст ощущение интимности и сближения. Не будьте тем и назойливым дядей, который хватает женщину только потому, что она его коснулась. Контролируйте себя. Покажите, что вы поняли сигнал, но не будьте отчаянным. Физическое прикосновение – это инструмент, который активирует желание, и женщины об этом знают. Если она часто касается вас, пора действовать. Но если вы остаетесь неподвижным, как фонарный столб, она подумает, что вы ничего не заметили, и потеряет интерес. Номер 3. Она начинает поправлять себя, когда вы рядом. Вы когда-нибудь замечали, что внезапно женщина начинает поправлять волосы, трогать лицо или поправлять одежду, как только вы появляетесь? Это не совпадение. Это бессознательное поведение человека, который хочет привлечь внимание. Когда женщина чувствует влечение к мужчине, ее тело начинает автоматически реагировать.
Она приводит себя в порядок, выпрямляет осанку и заботится о каждой детали своей внешности. Это происходит потому, что она хочет выглядеть более привлекательно для вас. Да, для вас. Но проблема в том, что многие мужчины считают это нормальным и не обращают на это внимания. В следующий раз, когда будете рядом с женщиной, наблюдайте за ее поведением. Если она каждый раз поправляет волосы, когда вы появляетесь, друг мой, она пытается выделиться. Это не стопроцентное правило, но если поведение повторяется часто, откройте глаза. Если вы тот парень, который заходит молча и уходит так же, не ждите, что она будет пытаться вас впечатлить. Будьте более внимательны. Когда вы заметите, что она приводит себя в порядок, держитесь уверенно, демонстрируйте уверенность и дайте ей понять, что вы это заметили. Это создает ощущение связи и вызывает еще большее желание. Номер 4. Вы получаете комплименты, которые не получают другие мужчины. Если женщина хвалит ваши волосы, голос, запах или улыбку, вы должны понять, что это не случайно. Женщины не тратят слова похвалы на кого попало. Если она говорит «И вау, как ты приятно пахнешь», или «И твоя улыбка прекрасна», она посылает явное приглашение заметить ее интерес. К сожалению, многие мужчины слышат это и думают она просто вежлива. Неправильно. Она заинтересована. Женщины не делают комплименты тому, кто им не нравится. Что делать с таким комплиментом? Во-первых, примите его, но с уверенностью. Не и растворяйтесь и от комплимента. Не говорите «И правда? Ты так думаешь?» Будьте твердым и скажите «И знаю» или «И спасибо, у тебя хороший вкус». Это показывает, что у вас есть самооценка и вам не нужна внешняя валидация. Женщин привлекают уверенные мужчины, и то, как вы реагируете на комплименты, многое говорит об уровне вашей уверенности. Поэтому, если вы часто получаете комплименты, перестаньте думать, что это и вам кажется. Вы более привлекательны, чем думаете, и женщины пытаются вам это показать. Номер 5. Она смеется над вашими шутками, даже если они не смешные. Вы когда-нибудь рассказывали неудачную шутку, но она все равно смеялась. Не обманывайте себя, это не от вежливости. Это происходит, потому что вы ей интересны. Женщины смеются над шутками мужчин, которых они считают привлекательными. Это часть женского инстинкта. Когда женщине нравится мужчина, даже то, что не смешно, начинает казаться смешным. Это не совпадение. Если вы заметили, что она смеется над вашими и несмешными и историями, пора проснуться. Но будьте внимательны, это не значит, что нужно превращаться в клоуна и группы. Не путайте быть забавным с быть и шутом. Мужчина, который все время пытается быть смешным, теряет уважение. Секрет в том, чтобы быть естественным и спонтанным. Номер 6. Она пишет вам сообщения без видимой причины. Если женщина пишет вам из ниоткуда, без реальной причины для этого, обратите внимание, потому что это один из самых очевидных признаков интереса. Женщины не тратят свое время и энергию на разговоры с мужчинами, которые им не интересны. Когда она отправляет вам «привет», «как дела», или даже делает случайный комментарий о погоде или глупом видео, поймите, это не случайность. Это отговорка, и для начала разговора имеет четкую цель – привлечь ваше внимание. Часто мужчина даже не замечает этого и думает, что она просто вежливая, но не обманывайтесь. Если она нашла повод написать вам, это потому, что она хочет вашего внимания. Теперь, что вы ни в коем случае не должны делать, это прыгать от радости и отвечать мгновенно, как щенок, виляющий хвостом. Контролируйте свою тревожность. Если она заинтересована, сохраняйте спокойствие и покажите, что у вас есть другие приоритеты. Не будьте тем парнем, который отвечает за 3 секунды и всегда онлайн. Заставьте ее немного подождать, а когда ответите, будьте прямым и конкретным. Это увеличивает ее любопытство и заставляет ее хотеть продолжить разговор. Женщины любят мужчин, которые не доступны 24/7. Если вы заметите, что это происходит часто, поздравляем. Вы более привлекательны, чем думаете. Номер 7. Она проявляет ревность к другим женщинам, которые приближаются к вам. Если женщина чувствует ревность к вам, это уже говорит обо всем. Она может попытаться скрыть это,
но признаки ревности очевидны. То, как она наблюдает за другими женщинами, которые говорят с вами, или как она делает комментарии о ваших подругах, это не случайность. Женщины проявляют ревность только к мужчинам, которых считают ценными. И если вы провоцируете этот вид чувства, то поздравляем, вы уже на верном пути. Когда женщина чувствует угрозу от присутствия другой женщины, это потому, что она понимает, что у вас есть варианты. Большая ошибка мужчин – думать, что ревность – это их проблема. Не заблуждайтесь. Ревность в правильной дозировке – это сигнал привлечения. Это ее мозг говорит, и если я не буду осторожна, я потеряю этого парня. И именно эту мысль вы должны вызвать. Когда она поймет, что другие женщины заинтересованы в вас, ее ценность к вам автоматически возрастет. Но это не означает, что вы должны специально провоцировать ревность. Будьте естественны. Просто живите своей жизнью и имейте людей вокруг себя. Женщины не хотят мужчин и без опций. Они хотят мужчину, за которого борются. Номер 8. Она хочет узнать больше о вашей личной жизни. Когда женщина начинает задавать вопросы о вашей жизни, это не просто любопытство. Она хочет информации. Обычно ее вопросы сосредоточены на 3 темах: ваша любовная жизнь, ваши хобби и ваши жизненные цели. Если она спрашивает, и у тебя есть девушка, что ты делаешь по выходным, или какие у тебя планы на будущее, и поймите, она пытается выяснить, насколько вы их доступны. Женщины не тратят время на исследование жизни мужчин, которые им не интересны. Ее стратегия проста – узнать, и на рынке, или вы, и какой у вас потенциал. Если она чувствует, что вы интересный мужчина, она попытается узнать больше, но сделает это завуалированно, как будто это просто любопытство. Теперь, что вы должны делать в этот момент? Сохраняйте таинственность. Не раскрывайте все на блюдечке. Если она спросит, одиноки ли вы, ответьте загадочно, что-то вроде «и это зависит от точки зрения» или «я одинокий» — это слишком громкое слово. Это заинтригует ее и заставит ее хотеть узнать больше. Если вы расскажете ей всю свою жизнь сразу, она потеряет интерес. Будьте тем мужчиной, которого она хочет разгадать, а не открытой книгой, которую она уже прочла в 1 главе. Номер 9. Она нервно смеется, когда находится рядом с вами. Знаете, когда женщина начинает смеяться над глупыми вещами рядом с вами, даже когда ничего смешного не происходит. Это не отсутствие здравого смысла, это признак влечения. Когда женщина нервничает, ее тело реагирует автоматически. И нервный смех – это одна из таких реакций. Если она начинает чрезмерно смеяться, когда вы говорите обычный комментарий или когда разговор вовсе не смешной, откройте глаза. Это происходит потому, что она эмоционально затронута вашим присутствием, и чтобы облегчить это напряжение, ее мозг вызывает смех. Ошибка многих мужчин – думать, что они и глупо выглядят, или что она смеется с насмешкой. Ничего подобного. Нервный смех – это биологическая реакция человека, который эмоционально задет. Это отлично для вас, потому что означает, что вы контролируете ее эмоции. Теперь, как вы можете использовать это в своих интересах? Просто сохраняйте спокойствие и стойте в позиции лидера. Не следуйте ее и волне. Будьте тверды и серьезны, даже если она начинает смеяться без причины. Это покажет, что вы полностью контролируете ситуацию. Мужчина, который способен оставаться в контроле, пока женщина нервничает, автоматически становится и альфой ситуации. Номер 10. Она непроизвольно копирует ваши жесты и позу. Если вы заметили, что женщина копирует ваши жесты, вашу осанку или ваше движение, знайте, что у вас есть огромное преимущество. Это явление известно как эффект зеркала и происходит бессознательно. Когда человек чувствует влечение или эмоциональную связь с кем-то, он начинает копировать движения этого человека. Это может быть что-то простое, например, скрещивание рук сразу после того, как вы это сделали, или опора локтем на стол после того, как вы сделали то же самое. Это психологический признак интереса и связи. Теперь, как вы можете это заметить? Все просто. Во время разговора делайте медленные движения и наблюдайте. Скрестите руки медленно и посмотрите, повторит ли она это. Если она это сделает, вы только что подтвердили влечение.
И что вы делаете после этого? Продолжайте держать контроль. Это доказывает, что вы доминируете и в обстановке. Большая ошибка мужчин – не замечать это поведение и продолжать действовать пассивно. Если вы заметите, что она отражает ваше движение, начните действовать более стратегически. Чередуйте контролируемые движения и уверенные слова. Покажите, что вы осознаете происходящее. Это создает атмосферу контроля и желания. Когда она поймет, что вы не поддаетесь эмоциям, ее интерес к вам возрастет. Номер 11. Она прилагает усилия, чтобы поддерживать разговор. Вы замечали, что некоторые женщины, кажется, и не хотят уходить из разговора? Это не случайность. Когда женщина заинтересована, она делает все, чтобы поддерживать общение. Если она поднимает новые темы, задает вопросы или даже придумывает случайные темы для разговора, это потому, что она не хочет, чтобы разговор заканчивался. Знаете почему? Потому что в ее голове каждая дополнительная секунда разговора с вами – это шанс на создание связи. Женщины не тратят свою энергию на поддержание диалога с мужчинами, которые их не привлекают. Если она делает это, значит, вы уже выше среднего. Теперь, что вы не должны делать, это быть тем и нудным парнем, который отвечает только «да», «нет», «ж» или «и ха-ха» в сообщениях. Это убивает весь интерес. Если она старается поддерживать разговор, по крайней мере, отвечайте взаимностью. Но это не значит, что нужно стать нуждающимся парнем, который постоянно болтает. Будьте стратегичны. Отвечайте с умом, провоцируйте ее, заставляйте смеяться и, самое главное, не затягивайте разговор на часы. Покажите, что вы контролируете ситуацию. Если разговор идет хорошо, завершите его раньше нее. Оставьте ощущение «и я хочу продолжения». Это заставит ее с нетерпением ждать следующего общения. Кроме того, обратите внимание на частоту ее сообщений. Если она отправляет несколько сообщений подряд и продолжает искать темы для разговора, это явный сигнал того, что она не хочет терять контакт. И знаете, что происходит, когда вы исчезаете на время? Она начинает думать о вас и скучать по вам. В этот момент она уже зацеплена. Распространенная ошибка мужчин – думать, что нужно и отвечать быстро или постоянно поддерживать беседу. Это поведение мужчины, который не контролирует ситуацию. Мужчины, которые управляют игрой, знают, когда нужно завершить разговор, даже если он идет хорошо. Это усиливает ее желание и создает ощущение, им не нужно поговорить с ним снова. Номер 12. Она намекает на отношения и мужчин. Когда женщина начинает говорить о ее идеальном мужчине или делает общие комментарии о взаимоотношениях, это не просто пустая болтовня. Это замаскированное сообщение. Если она говорит вам «и мне нравятся мужчины, которые знают, чего хотят», или «я предпочитаю мужчин, которые заботятся о себе», она не говорит это ни о чем. Это намек, и если вы до сих пор этого не поняли, значит, вы спите за рулем. Женщины делают такие подсказки, чтобы увидеть, подходите ли вы под этот профиль, и если вы не замечаете этого, вы уже проиграли половину игры. Что вам нужно делать, когда вы слышите такой комментарий? Во-первых, не будьте тем и наивным парнем, который отвечает «жа, круто, я тоже такой». Это предсказуемо и скучно. Будьте смелыми. Ответьте чем-то, что ее зацепит, например, «я больше, чем это, ты даже не представляешь». Это создает таинственность и побуждает ее узнать о вас больше. Помните, ни одна женщина не хочет и очевидного мужчину. Им нужен мужчина, который бросает им вызов, мужчина, который контролирует свою собственную историю. Еще один важный момент. Если она начинает говорить о бывшем парне или о мужчинах, которые не стоят ничего, не вступайте в эту игру. Многие мужчины попадаются в ловушку и начинают критиковать других мужчин, думая, что таким образом они наберут очки. Это только заставляет вас выглядеть неуверенным. Когда она говорит о бывшем или о плохих мужчинах, сохраняйте твердую позицию и покажите, что вы не здесь, чтобы с кем-то соревноваться. Вы не и еще один, вы лучший. Когда вы занимаете такую уверенную позицию, ее интерес только возрастает.
Если она намекает на и идеального мужчину, это потому, что она ждет, чтобы вы показали, что соответствуете этому стандарту. Если вы это поймете и будете действовать правильно, она начнет видеть вас совершенно по-другому. Заключение. Теперь, когда вы знаете 12 признаков того, что вы более привлекательны, чем думаете, пришло время открыть глаза. Многие мужчины проводят всю свою жизнь, будучи и пешками, потому что не могут распознать то, что находится прямо перед ними. Женщины не подойдут и не скажут: «Ты мне нравишься». Они подают сигналы, дают подсказки и ждут, что вы это поймете. Если вы продолжите игнорировать эти знаки, вы останетесь добряком, который упускает все возможности. Обратите внимание на каждый из знаков, которые мы упомянули здесь. Если женщина поддерживает длительный зрительный контакт, прикасается к вам ненавязчиво, задает вопросы о вашей жизни или проявляет ревность, она практически кричит: «Я заинтересована». Теперь решение за вами. Вы продолжите быть тем мужчиной, который ничего не замечает, или станете тем, кто понимает правила игры? Потому что я скажу вам одну вещь: мир не ждет медленных мужчин. Если вы не действуете, другой мужчина займет ваше место. Если вы уже заметили эти знаки от какой-то женщины, не стойте на месте. Используйте то, что вы узнали сегодня, чтобы больше контролировать свои отношения. Вы более привлекательны, чем думаете, но если вы в это не верите, никто другой не поверит. Начните вести себя как мужчина, который имеет ценность. Женщины чувствуют это издалека. И когда они поймут, что вы контролируете себя, роли меняются. Теперь они начинают гоняться за вами. Если вам понравился этот контент и вы хотите больше советов о том, как стать мужчиной, которого хотят женщины, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь вы не услышите то, что хотите, но услышите то, что вам нужно. И помните, быть привлекательным – это не удача, это навык, который вы можете изучить и освоить. Не будьте и еще одним, будьте тот самый мужчина. Сила в ваших руках.